Всем привет! Вы на канале Stovs Market и с вами Поляков Владимир. Сегодня в моем видеообзоре я хочу показать, как я произвожу расчет э, установки печи под ключ. Для этого сегодня я попробую поработать в конструкторе дымохода на сайте завода Ферм. Завод Ферм — это один из крупнейших заводов, а может быть даже самый крупный из заводов по производству дымоходов, правильных дымоходов. Так, поехали. Люди увидели на YouTube печечку Бахта, чугунную печь для отопления дома до 360 кубов, и сделали звоночек ко мне, попросили произвести расчет полностью под ключ, что выйдет материал, что выйдет работа. Объект находится далеко, дистанционно было сложно это произвести расчет, ну, не все люди готовы отвечать на вопросы, требуется там выезд, чтобы посмотрели, какие элементы требуются и чтобы дополнительные затраты не рождались в ходе работы. В принципе, я людей таких понимаю, да. Выехал на объект и увидел следующее. Вот такой домик. Дом приподнят, внутри, снизу, вернее, подвал, внизу. А сверху сруб. От пола, где будет стоять печь, до конька крыши у нас высота 6200. Печка будет стоять в этой комнате. Вместо этого шкафа отодвинута от стены. Дымоход побежит вверх. Так, поехали. Заходим на конструктор. Для этого что мы делаем? Открываем, наверное, любой поисковик. У меня на разных компьютерах и разные поисковики стоят. Набираем Ферм дымоходы. Так, выскочил. Выскочил, потому что я часто на этот сайт захожу. Но вот сегодня решил попробовать с конструктором поработать. Это Google, да? Во многих выскакивает первые рекламные сайты. Вот типа... Здесь в Google не знаю. За деньги, короче. Сайт завода fefluis.ru. Нажимаем на сайт. Прокручиваем вниз. И видим конструктор дымоходов. Спроектировать дымоход онлайн. Сразу выскакивают изначальные данные. Так, я буду, если кому не интересно, можете на перемотку включить. Я как обычный пользователь, который только сел и это увидел. Тип теплогенератора. То есть, что это у нас? Печка, банная печка, отопительная, газовый котел. Так, у нас твердотопливный котел. Ставим галочку сюда. Выход трубы. У бахты выход дымохода либо через, сзади, либо сверху. В зависимости, как нам удобно вести. Мы поведем вертикально вверх дымоход через дом, поэтому галочка вертикальная. Тип адаптера. Тип адаптера — это состыковка дымохода с печкой. У нас патрубок, который идет в комплекте с печкой, шиберная вот эта заслонка, он внутрянка 115 мм, наружка, по-моему, 130. Все мы печки по рекомендации завода ввели дымоходом 115. Брали дымоход Ферм и переворачивали папой, втыкали в печь. Адаптер не требовался никакой, поэтому без адаптера галочка. У многих печей для того, чтобы перевести сборку по конденсату, требуется адаптер. Иногда, допустим, если банная печка, то на банную печку адаптер стартовый ставим. Материал внешней трубы. Внешний подразумевается, значит, что это мы говорим сейчас о сэндвич трубе, у двухстенной. Какая же сталь у наружной, у наружки сэндвича? Нержавейка либо цинк. Так как дымоход у нас идет по дому, по умолчанию, вернее, безусловно, нержавейка. Про цинковку забываем. Цинк, асбест дома. Нет, не надо это. Толщина стали внутренней трубы, внутренней сэндвича, опять же, да? Если наружка у сэндвича труб 0,5, то внутрянка может быть 0,5 либо 0,8. Рекомендуется 0,8. Все, правильно, завод рекомендует. Ну, кто экономит, пожалуйста, экономите, ставьте 0,5. Сегодня позвонил человек. Печка, дымоход, дорого же, дорого. Ну,
Дымоходная система с термозащитой выскакивает дороже, чем стоимость печи. Да, к сожалению, так. Так, диаметр 115. Все, вроде бы дальше колесико ничего там не крутит. Выбрать. Установочные данные мы дали. Что тут есть. Так, крутим, крутим. Печка бахта уже стоит. Ну, да, завод сразу бахту поставил. А если бы это была другая печка, выбора печей нету. Но это право завода. Было бы, конечно, здорово, чтобы там разные были. Да, я покупаю дымоход Феррум, а печку не бахту беру, например, а какую-нибудь там огонь-батарею. Выбрал огонь-батарею, огонь-батарея стоит. Ладно, это первое, что пока скажу, что не, ну, желательно было бы. От печи мы стартанем голой трубой метровой. Адаптеры. Это старты, потом труба метровая. Интернет у меня слабоватый здесь на работе, поэтому где-то могут быть... А нет, сразу видите, нажал, сразу труба встала. Так. После трубы мы переходим на сэндвич. И сэндвич трубой побежали вверх. Старт, соответственно, нам просится. Старт по конденсату. Старт нажали, встал. Так. А где же у нас потолок нарисован? Сколько у нас высота до потолка первого этажа? Нет. 2,55. 2,557. Да, 2,550. Ну, так, округлим 2,550. Планировка. Высота первого этажа. 2,550. Добавить. Что у нас стало? О, появился потолок. От стены. От стены. Стена близко. Ну, давайте отступим, чтобы более реалистично соблюсти. Печка будет стоять где-то вот здесь и метра 1,5, а дымоход почти 2. Ну, давайте 1,70 м. Будет от окна отступать. 1,70 м внесем. Планировку. Показать сетку. Планировка. Толщина до расстояния дымохода до стены. 230 миллиметров все. А мы сделаем 1700. Добавить, да? Я пока боюсь сразу все менять. Потому что еще не знаю. Подиум тут нарисован. Угу. Стена смещена. Нет, это мне некрасиво. Мне надо потолок видеть. Давайте не 1700 сделаем, а поменьше. Ну, допустим, 500. Да, отступим. Полметра это расстояние пожаробезопасности. Все. Вот, что-то вот так вот будет. Так, если мы поставим... Я уже нарисовал это на бумаге. Сейчас я пытаюсь это все графически в конструкторе сделать. Чтобы понять, каким сэндвичем мне пойти через перекрытие. Так, давайте добавим еще в планировку толщину перекрытия между первым и вторым этажом. Это редко бывает, но толщина перекрытия первого этажа 600. 60 сантиметров. Это очень толстое, да, перекрытие. Но вот так вот есть. Тут бревно и там пол, там это проходной узел придется делать самостоятельно из 2 проходников. Это другой вопрос. Показать сетку. Так, что у нас сетка позволит? Сетка позволит нам увидеть, какое расстояние осталось, да? Каждая клеточка 100 миллиметров. То есть 100 миллиметров это у нас 10 сантиметров, полметра, сэндвич и метр. Раз, два, три, четыре, 5. Если я метровую поставлю, он попадет в перекрытие. Да, полметровка. Так, двухстенные. Одностенный комплектующий. Двухстенный нажимаем. Сэндвич полметра. Нажали. Где он? Интернет. Во, появился. Замечательно. Так, теперь метровый. Нажал. Где она? Так. Опа, метровая выскочила. Но у нас здесь еще будет подиум приподнят. Они под лицо пол делают. А у меня будет подиум. Смотрю на свой графический рисунок. У меня там идет следом метровка, полметровка. Ну, я уже маленько наперед. Мне было проще рисовать это от руки. Метровка, полметровка.
Так, давайте добавим в планировку теперь высоту второго этажа. Высота второго этажа у нас 2,100. Высота второго этажа 2,100. 1200. Так, 2,100. Ну и сразу толщина перекрытия второго этажа 150. Да, есть. Так, а здесь можно крутить как-то? Или это что, как нам поднимать? Ну ладно, давайте поэтапно. Метровый сэндвич еще один ставим. Угу. Метровый сэндвич поставили. Потом у меня идет опять полметровка. Я не вижу потолка здесь. Ну, может быть, я не до конца как бы разобрался, как этим пользоваться. Как вот колесико крутить. Второй этаж, где он мой? Не вижу. Ладно, поставлю полметровку. Может быть, второй... О, появился. Появился. Классно. Вот видите, здесь вправо-влево, но это еще компьютеры разные. У меня такой ноутбук, что может быть не совсем четко. Угу. А здесь у меня кровля. То есть третьего этажа нету. Третьего этажа нету, захожу в планировку. Высота третьего этажа. Нету. Удаляем. Толщина перекрытия третьего этажа. Удаляем. Свес кровли. Пока его не трогаем. Ага. Соответственно, потолок сразу исчез. Так. И что нам делать? Планировка. Высота третьего этажа. Свес кровли. Высота кровли до конька. Толщина перекрытия третьего этажа. Ну, чердака или как? Как вот здесь понять-то? Не понять мне. Высота кровли до конька. Вот и все, и забуксовал я. Забуксовал. Так, полметровку еще добавляю. По моему рисунку она идет. Ага, вот он. И потом метровый у меня проходит. Второй этаж попадает на чердак. Да? Колесика не хватает. Это либо у меня на компьютере колесика не хватает вверх-вниз. Так, теперь что? Потом у меня еще один метровый. И он выходит возле конька на полметра уже выше. Так, вот. Высота кровли. Как нам рассчитать высоту кровли? Где мой калькулятор? Вот он. Давайте отнимать. 6200. Это общая высота от пола до конька. Теперь высота первого этажа 2,550 минус 2,550 минус 600 миллиметров перекрытия минус 2,100 минус 2,100. Это второй этаж. Минус 150 перекрытия между вторым и чердаком. Минус 150 это толщина кровли. Получается 650. До конька 650. Добавляем эти данные в планировку. Высота кровли до конька. Вот она. 650. Добавить. Ага, это есть конек. Сетка. Нет, что-то. Показать сетку. Так, сетка есть. Вот, в принципе, так. Ну, кровля там ломаная. Кровля ломаная. Так, теперь шляпу. Шляпу мы ставим обычную.
интернет, АО, есть. Хомуты. Хомуты, наверное, уже по умолчанию идут. Так, одностенные нам, одностенные зонты. Эти нам элементы не нужны. Комплектующие. Штанги шибера. Штанги шибера. Сколько у нас получается метровых? Раз, два, три, четыре. Два полметровых. Итого 5. 5 на 10. 50 килограмм. Весовая нагрузка для бахты небольшая. Можно, конечно, поставить площадку монтажную, разгрузочную и зафиксировать здесь. Это мы по месту посмотрим. С собой она поедет, но изначально ставить в смету я пока прописывать не буду. Проходные узлы. Сразу идет ППУ-Н. Других я не вижу. ППУшка. Куда ты прыгнешь? Наверное, поэтапно надо было. Так, где ты, ППУшка? А, вот она. Вот она. Даже, видите, ППУ-Н. Она так передвигается. Так, а сэндвич куда сместился? Почему сместился? Я зацепил сэндвич. Вот. Обратно на свое место. ППУха. Мы будем две ППУхи брать, переворачивать и делать. ППУхи будут не вот эти стандартные с минеритом. Мы будем брать и делать свои. Вот она вторая. Нажимаю на нее. Перевернуть ее можно. Где-то видел вращать. ППУху вращать нельзя. Ну ладно. Представим, что их две. Я ее рядышком по высоте поставлю. Вот она пусть будет так. Так, ППУшку сюда надо поставить. Приподнимаем. Да, без интернета как без рук в наше время. И работа тормозит, ответы все, да, оперативные, какая-то помощь в ресурсах. Так, теперь давайте пробежим по моей смете, которую я вообще считал. Общая смета по материалу получилась 73 тысячи, без прочих расходов. Печка, да, которую мы нарисовали, трубу, старт, 0,25 коротыш, это так, на всякий случай. Либо 1,05 останется, уйдет 0,25. Это для погрешности. Маленький коротыш. 2 полметровых, 4 метровых. 2 полметровых, раз полметровый. 2 полметровых, 4 метровых, раз, 2, 3, 4. Да, все верно. Потом колено мы закладываем, если вдруг у нас шаг между балками первого, второго этажа и кровли не совпадает, потому что первый этаж по гвоздям, потолок видно, где балки идут, где встанет ППУха. На втором этаже уже какое-то смещение, а на кровле непонятно, поэтому, чтобы несущие балки не резать, колено они заложены. Монтаж должен не останавливаться. Заложено, и смета сразу увеличится стоимости. Более вероятно, что эти колена останутся. Более вероятно, что, глядя вот на рисунок, даже это то, что мы видим, что у нас труба, конек совпадает по высоте, что труба выше, чем на полметра, плюс тут без подиума, что полметровка останется, а 0,25 уйдет, то есть еще дешевле цифра станет. Оголовок, хомут обжимной, обжимные хомуты, все соединения на хомуты, то есть вот они две позиции, 115 один и 10 таких. Хомуты заложены 10 штук с учетом вот этих сэндвич колен. Если колена останутся, то и хомуты часть останутся. Один 115 у нас здесь состыкуется. Первый стык, вернее, печи с дымоходом будет на герметик. Второй стык на хомут 115. Дальше раз. Нет, подождите, со стартом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 хомутов для сэндвичей.
И вот 3 это для сэндвич колен. Так. И 0,25, если он вдруг уйдет. Ну, это уже больше останется лучше, чем не хватит. Так, проходник. Проходников 3 обычных. Один у нас, 2 вернее, между первого перекрытия переворачиваться будут. Третий пойдет между вторым и чердаком. Фарточки 1 поставили. Ткани 3 пойдет суперсилики. Базальта 24 картона. Обрези, фольга. Герметики, огнестойкие плиты для проходного узла и для стены с основанием. Мастика, затирка, клей. Вот этот материал, в принципе, весь, который нам потребуется для установки печи. Да, подождите. Мастер флеш. Это то, что будет ложиться у нас на кровлю. Вот это крышная разделка. Где она? Ага, вот она где. Наверное, надо курсор где-то ставить, чтобы обозначать, где ты появись. Так, ладно. Не буду я тебя крутить, мучить. Сам, вернее, мучиться и вращать. Но у меня не получается. Вращаются, скорее всего, колено 45-е. Трубы между ним под углом ставятся. Здесь нет элементов, которые завод не производит. Допустим, по моей смете, которую я посчитал, суперсилика, ткани нет, базальтового картона нет, обрези нет, фольга алюминиевая, герметики, минерит, вот эти 2 маленьких, они пойдут там на проходки, да, на защиту, а вот этот большой, 3 листа, эти 3 больших листа у нас будут устанавливаться 1 на подиум, 2 на стены. Отдельно, кроме вот этой сметы, будут докупаться следующее. Для подиума блоки, на которые будем ставить печку. Второе. Так как у нас стена неровная, сюда будут прикручиваться профиля. На профиля будут огнестойкие плиты. Да, дому дал усадку, где-то не, в некоторые бывают объекты, где дом еще садится. Для этих целей плавающие делают. А здесь же просто, чтобы, как на неровную поверхность профиля. По маяки выставляются, профиля, все по уровню и потом уже защита. Блоки профиля. Третья. Плитка. Плитку заказчики уже выбрали, приобрели. Вернее, должна приехать. Четвертое. Крестики для прикладки плитки. А вот смеси, на которые будет укладываться мастика, затирка, там клей. Все это уже в смете прописано. Стоимость работы. Установить печку с дымоходом. Да, мы как вот посчитали, да, сколько у нас перекрытий, какая высота с лестницей. Все-таки опасная работа. 18 тысяч и поклейка плитки, если не ошибаюсь, монтажники. Плитка 30 на 30 размера монтажники сказали 5000 рублей. Вот вроде бы так. Дорого, недорого, читаешь комментарии по бахте. Пишут, да вы что, с ума там сошли, 80-100 тысяч. Ну, блин, делайте из кирпича, кто мешает, любители сегодня говорю. Каждые люди по-разному, поэтому печь, дымоход того стоит. Пожаробезопасность, ваше здоровье, ваша жизнь, ваших близких. Если дорого, лучше не делать, чем вот делать не так. Так, что тут еще у нас? Помощь какая-то. Что в помощи мы увидим? Мы перепрыгнем на сайт. И сайт как руководство по эксплуатации конструктора. Не как, а так и есть, да, руководство. Подбор печи с выходом. Ну да, он расшифровывает, в принципе, о чем я говорил, да? Вот. База элементов. Вообще, конечно, с этим конструктором надо ознакомиться. Вещь удобная. Я уверен, что вещь нужная. И я уверен, что эта вещь еще должна дорабатываться. Дорабатываться первое. Печки, да, какие-то вноситься. Второе. Вноситься элементы, которые завод не производит. Ну как так? Вот завод не производит, а они будут присутствовать. Тут уже же каждый монтажник свое. Поэтому должен вносить сам. Либо здесь, либо... Так, допустим, я ее уже сделал. Как она конечный вид-то имеет?
Скрыть сетку, помощь. Распечатать. Во, распечатать. Нажал на печать. Что у нас получилось? Ширина, высота. Ширина чего? Ширина мне непонятно чего. Высота дымоходной системы откуда? Давайте сохраним и попробуем. Сохранил и куда-то упал. Вот он, да? Элементы. Тоже можно. Я бы, наверное, все-таки, я и сметы люблю считать, вот как у себя посчитано, что снизу вверх начинаем плясать. Печь, метр трубы, перешли на сэндвич, сэндвичами побежали, возможно, добавили колено, завершили оголовком. Дымоход соединили хомутами, поставили проходники, декоративный фартук, пожаробезопасность проходных узлов, защита стен и дополнительные материалы. Я вот снизу вверх так привык. И людям проще объяснять, зачем это. Здесь побежала в разбег. О, КЛМН, О, ПРСТ. ПРСТ, ну, практически по алфавиту, да, потом элементы. Хомутов двустенных 3. Хомутов не 3. Они же в комплекте не идут. Я считал 10. Ну ладно, у нас тут колен нету. Но все равно хомутов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 уже считал, да, тоже. 3, 7. Старт. Что сказать? Печки вносить свои дополнительные элементы в базу, либо до того, как распечатать, это будет удобнее продавцам, мне будет удобнее работать в этой программе и вносить для людей, чтобы мы это не забыли. Потом какие-то данные, если это продавец, наверное, кабинет, да, завести для продавца, для частного покупателя без разницы, он там, сейчас я закрою это, он просто там частное лицо. А если продавец магазин, то было бы удобно эти заказы сохранять. Не всегда в своей базе, а сохранять, может быть, на сайте, да, где-то откладывать. Не у себя вот эту картинку. Пусть она... Ну, тут подумать надо. Печку вносить элементы, которых нет, в порядке, который выстраивается снизу вверх от печи. Потом разбивка, элементы, и элементы побежали на второй странице. Начните элементы сразу со второй страницы. И какие-то комментарии, там покупатель, заказчик такой-то, такой-то, населенный пункт такой-то, такой-то, дополнительные материалы от руки внес, пусть от руки, пусть они не в конструкторе будут, стоимость работ, там, не знаю, какие-то данные в комментарии. Вот как бы так. Полезно вам было или не полезно это видео, для меня это интересно. Интересно то, что первый раз я вот на этом конструкторе на сайте Ferrum полазил. Все будет меняться, слава богу, что он есть уже давно, но не пользовался им. Как-то вот привык от руки по колхозному, может быть, но рисовать. Видите, тут не то, что это не проект, который мы в магазине рисовали, это набросок. И часто люди, это время, вот сколько у нас там заняло это видео, это время. Поэтому надеюсь, вам это видео было полезно. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, пишите, что еще интересного хотели бы увидеть в моих видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего доброго. До свидания.